Добрый день. У нас в гостях Сергей Марков, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Сбере. Сергей, поправьте меня, если я ошибаюсь. Один из тех, чьими руками собраны известные нам продукты GigaChat и Кандинский. Здравствуйте. Всем привет. Ну, тут сразу надо, наверное, дисклеймер, да, потому что GigaChat и Кандинский – это результат совместного усилия нескольких больших команд Сбера. Моя лишь одна из них, вот, я отвечаю конкретно за исследования, и хотя изначально GigaChat начинался действительно в основном на наработках моей команды, вот, но сейчас я в основном занимаюсь таким фронтирным ресерчем, то, что называется Next Gen AI. Вот, и уже как бы к GigaChat и к Кандинскому имеет такое немножко косвенное отношение. Кое-что мы делаем все равно для развития этих продуктов, но у нас сейчас много другой всякой работы. Какими вы моделями пользуетесь? Вы автор большого количества решений, уже сделанных. А ваш какой любимый продукт основной? Очень трудно выделить один какой-то любимый. Вот мы разрабатываем очень много моделей и инструментов внутри управления. Если говорить про свои, ну, конечно, у меня есть там мое любимое детище последних лет Symformer, моделька для сочинения музыки. Вот, Гигакод, конечно, наш сейчас проект, в общем, где за эмальную часть полностью моя команда отвечает. Вот, ну а из внешних, конечно, я пользуюсь всеми фронтирными модельками, и Клодом, и DeepSeek, и модельками от OpenAI, и Suno, Udio, да все, в общем, подряд, все нравится, все по-своему прикольно, важно понимать там, что эти инструменты могут, что не могут, для чего полезно, для чего бесполезно. Я почему спросил? Нас же пугают отключением от Антропика и, возможно, в перспективе от OpenAI. Может быть, у вас есть какие-то секретные разработки, о которых мы еще не знаем, но которые станут импортозамещением реальным для программистов? Мы, честно, очень стараемся делать конкурентные инструменты, вот, и в целом, ну, нам есть чем гордиться, вот, но есть, безусловно, над чем работать. Вот, в целом важно понимать, что тут мы формально отключены, на самом деле, от многих инструментов, да, то есть, ну, OpenAI подпадает под экспортные ограничения, и как бы вообще официально людям в России нельзя пользоваться. Все, что сейчас российские пользователи имеют, это, в общем, э, ну, как бы продукт такого сильного непротивления авторов сервисов. Вот, ну, что ты там можешь под VPN, под каким-то там левым аккаунтом прикинуться шлангом заграничным и пользоваться этими инструментами. Вот, но мы видим, что гайки закручиваются, конечно, и вот последняя там история с Фейблом, Мифосом, она тому пример, да, что в какой-то момент может прилететь совершенно неожиданная и довольно жесткая регуляция, когда инструмент будет просто закрыт и недоступен. Вот. Именно по этой причине я в целом являюсь адептом, горячим адептом создания собственных моделей, вот, обучения их с нуля, именно не на основе каких-то open-source весов, вот, потому что если мы в России утратим эту компетенцию, то в один прекрасный момент мы с вами можем оказаться в очень грустном положении. Вот, поэтому другое дело, что Россия, конечно, не супер крупный игрок в мире искусственного интеллекта, но во многом часто из-за проблемы масштаба. То есть вот если мы посмотрим на Китай, например, то в Китае есть там, ну, порядка 20 моделей, которые обучаются с нуля, да, с собственным претрейном. Вот. Мы в 10 раз меньше Китая. То есть у нас вот по гамбургскому счету, при том же уровне технологического развития, должно быть по матожданию две модели, да, на всю страну, которые учатся с нуля. Но по факту у нас их сейчас осталось полторы, потому что коллеги из Яндекса флагманскую свою модель делают путем дообучения Квина. Вот, я с ними активно дискутирую на эту тему. Вот, с точки зрения коммерческой, это решение в таком краткосроке, оно правильное. Ну, типа, это дешевле, под это нужно меньше железа. В целом результаты получаются неплохие. Но на долгосроке, я думаю, что эта стратегия, она, к сожалению, ничему хорошему не приведет. Вот, Почему? поэтому, конечно, А почему почему? не приведет? Звучит логично. Взяли готовый open source, уже
на который потратил кто-то несколько Тут, месяцев обучения? смотрите, open source рознь, да, то есть одно дело код, кодовая база, например, и, в принципе, ну, это абсолютно нормально. Во всем мире, я не знаю, там, авторы DeepSeek тоже отталкивались от open source, да, и все, не знаю, никто не сочиняет с нуля язык программирования, никто не сочиняет с нуля фреймворки, и реализацию трансформера свою тоже, на самом деле, не всегда вам нужно писать, да. Вполне можно взять за основу готовую и ее там допилить под ваши задачи. Совсем другое дело – это веса модели, да, потому что, ну, грубо говоря, вот сейчас, допустим, open-source проект там закроется какой-то, да, но у вас кодовая база предыдущих версий останется. Вы можете ее развивать самостоятельно, если вы в ней разбираетесь, если у вас есть на это компетенция. А вот если закрыты веса модели и больше не выкладываются, вы не можете из старых весов модели путем там простых итераций получить новую версию модели. Вам нужно полностью повторять процесс обучения с нуля, и он требует очень много вычислительных ресурсов по сегодняшним меркам. И И более исходных того, данных. он требует больших набранных качественных массивов данных, и он требует, конечно, специалистов, которые умеют это все запустить. Почему я хочу подчеркнуть вот этот последний компонент? Дело в том, что обучение большой модели на действительно большом кластере, ну там из десятков тысяч GPU, оно порождает некоторый набор проблем, с которыми вы не сталкиваетесь, если у вас 1000 GPU. Это очень специфичные проблемы, связанные именно с распределенным обучением больших моделей. И специалисты, которые разбираются вот в этом всем, там на низком уровне, могут там и ядра написать нужные, и там ручками организовать, не знаю, там синхронизацию сборки мусора на разных GPU в кластере и всякие другие трюки. Их, правда, не очень много. Ну, просто понятно почему. Потому что, в принципе, во всем мире лабораторий, которые обучают модели с нуля, не так много. И, соответственно, и людей, которые имеют соответствующий опыт, их вот раз, два, три и все. И на самом деле важно понимать, что вот эти вот лаборатории по созданию больших моделей, их продуктом, настоящим продуктом, являются не модели как таковые, потому что модель как таковая превращается в тыкву за несколько месяцев с нынешними темпами прогресса. То есть вот сегодня модель вышла и показывает соты метрики, да, через 3 месяца это уже посредственная модель, да, еще через 3 месяца это мусор, который не использует никто. Вот, значит, и реальным продуктом-то является вот этот конвейер по производству моделей, да, который позволяет вам воспроизвести, например, передовые мировые исследования, да, который позволяет вам в случае, если вам перестали давать веса моделей и закрыли полностью кран, да, вы, ну, как бы можете что-то делать все равно, да, у вас не останавливается прогресс от этого. Вот, и если вы прекращаете эту работу, если вы прекращаете учить модели с нуля, это очень быстро приводит к деградации вот этой машины. Машины, в кавычках, да, составленные из инфраструктуры, из людей с их компетенциями, пайплайна сбора фильтрации данных и так далее, и так далее. Вот. Ну, у вас есть люди молодые, амбициозные, которые хотят участвовать в передовых проектах, но они уедут от вас. Они перейдут в другие компании, ну, или уедут просто за границу, ну, просто потому что там им позволят заниматься передовой наукой, а здесь нет, не передовыми технологиями. Вот. Очень быстро стареет, да, вся эта машина, ее нужно постоянно поддерживать в смазанном рабочем состоянии, да. Вот, поэтому вот реально наша задача сейчас эту машину совершенствовать, да, вот это реальный результат нашей там работы, нашей деятельности, да, потому что завтра выйдет прорывное исследование, условно говоря, как там в трансформере переделать attention, я не знаю, чтобы там метрики на 15% выросли, да, мы это сможем сделать. Мы это сможем быстро повторить на нашей кодовой базе, и в короткие сроки мы получим тот же самый прирост. А если у нас не будет, ну, ни своей модели, ни своих людей, ничего, то, ну, как бы все будет очень плохо. А этот конвейер, он не open source? Или каждый строит под Ну, себя свой конвейер? он не может быть open source просто потому, что даже вот сетапы суперкомпьютеров во всем мире, они довольно разные. То есть нету двух одинаковых там суперкомпьютерных кластеров в мире, да, там они по одному выглядят у Маска, по-другому выглядят у OpenAI, там, да. Они в целом собраны там из GPU от NVIDIA, да, но вся обвязка там во многом очень сильно кастомная.
Вот. Конечно же, там полным-полно open-source компонентов, но везде, где это можно. Но поверх этих open-source компонентов очень много чего своего кастомного написано. Написаны какие-то там специфические оптимизации под ваши конкретные там, не знаю, форматы данных, под специфику очень многих вещей, да. Ну, то есть банально даже какая сетевая ткань в разных сетевых компьютерах, ну, в разных суперкомпьютерах, это тоже там очень сильно влияет. Там чуть-чуть latency будет отличаться на несколько миллисекунд, у вас уже немножко другой алгоритм будет оптимальным для того, чтобы там градиенты раскидывать между картами, не тот, который на другой машине. Вот, поэтому там прям много специфики, и там очень много низкоуровневых оптимизаций, потому что на масштабах суперкомпьютера, который состоит из десятков тысяч GPU-узлов, там оптимизация на 0,1% вам приносит, ну, там, огромные ведра денег. Вот, поэтому там довольно много всегда уделяется тому, чтобы вот конкретно под ваш сетап все оптимизировать. И эти 20 моделей, которые строятся в Китае, это 20 команд, которые чуть ли не с нуля построили 20 конвейеров. Да, да, это так. Хм. Ну, Недавно вот на самом деле мы с многими из этих команд же общаемся, мы достаточно часто ездим в Китай, и, в принципе, вот поедем в скором времени снова на World Artificial Intelligence Conference в Шанхае. Мы были в гостях у многих из этих команд, ну, то есть у нас такой, как бы, там, есть обмен знаниями на уровне идей, то есть там ребята, ну, одни там более открытые, другие менее открытые, там, показывали у кого что. Ну, вот, в частности, мы общаемся с теми, кто JLM делает, значит, JIPU AI. Они теперь заребрендились, по-моему, Z.ai называются. Ну, вот с ними мы уже несколько лет активно общаемся, обмениваемся информацией. Вот, и в Alibaba Cloud мы были, вот, значит, имели возможность позадавать вопросы и поотвечать на вопросы команды, которая Квен делает. Вот, то есть в целом мы там представляем себе достаточно неплохо, что в Китае происходит, хотя в целом там есть куча проектов, к которым вас там близко не допустят. Да, там, типа в DeepSeek вас никто не пустит сейчас, да, это национальное достояние. А чем один конвейер лучше другого? Почему Антропик как будто бы держит лидерство и пальма первенства у него? Чем Ну, он? я, во-первых, очень всегда иронично отношусь к вот этой вот попытке все модельки просто померить по абсолютному уровню интеллекта. Это примерно как с людьми, знаете, вот давайте мы там возьмем какую-то линейку типа IQ и будем всех людей по ней сравнивать, да. Проблема ведь в том, что интеллект – это способность решать разные интеллектуальные задачи, и ну, как бы в зависимости от того, какие задачи вы в тест наберете, вы получите разные результаты, да. Если вы в тест наберете задачи, которые хорошо делают офисные работники, да, задачи, там, не знаю, на работу с абстрактными символьными системами, кто у вас победит в таком тесте? Сюрприз, сюрприз, офисные работники, да. А если вы сделаете тест, в который будут включены задачки, ну, там, как обмануть антилопу на охоте, да, как там отличить двух зебр и так далее, внезапно окажется, что самые умные люди живут где-то, значит, вот в племенах охотников-собирателей в Африке. Вот, поэтому с современными топовыми моделями, с ними все довольно сложно. То есть есть некоторые классы задач, которые лучше умеет одна модель, есть какие-то классы задач, которые лучше умеет другая модель. И вот результаты там сравнения моделей от Anthropic с моделями OpenAI, они довольно противоречивые. То есть в зависимости от того, что за бенч вы возьмете. При этом люди очень подвержены моде, да, то есть вот если там все начинают, ой, ура, ура, смотрите, DeepSeek, он самый умный в ризонинге. Хотя на самом деле, да, там моделька от OpenAI с ризонингом, она била на момент выхода DeepSeek, била его, ну, там, типа, примерно на всех бенчмарках. Вот. DeepSeek был просто огромным прорывом для open source, да, но он не бил OpenAI, да и, в общем, и до сих пор, да. Но люди кинулись за ризонингом именно в DeepSeek, потому что про него, ну, вот все говорили. Вот смотрите ризонинг, а вот смотрите, он умеет сам себе исправлять в ризонинге. Это чудо, чудо. Никто никакого раньше никогда не видел, якобы. Вот. Поэтому здесь
есть определенная мода, да, то есть люди будут приверженцами определенных брендов в силу причин, часто не связанных с реальными возможностями моделей, а реальные возможности моделей меняются очень быстро. То есть, ну, там каждый месяц происходят большие релизы, и, ну, типа, может так оказаться, что выйдет какая-нибудь моделька, которая конкретно на ваших задачах будет бить там и DeepSeek, и все модели от Anthropic, и модель игрок, и чего только не. Вот, поэтому почему именно Антропик? Ну, нам же никто не рассказывает все, что под капотом Антропика находится, да. Но Дарио Амадеи, он хорошо очень умеет в маркетинг, да, он ходит, всех пугает, как там сейчас новая моделька Мифос, вот смотрите, она нашла очень-очень много багов, сейчас Багмагеддон начнется, вот. Но он накликал беду, в итоге ему же самому запретили, но это же тоже не беда, потому что, ну, как бы, как этот запрет отражается на рыночных котировках Антропика? Ну, скорее положительно, потому что, ну, вот смотрите, даже правительство признало, насколько крутую уникальную технологию там сделал Антропик, да, ну вот. А в то же время, ну, как бы мы видим, что на OpenRouter такие вот, как бы, коллоквиумы, ансамбли из более слабых моделей, ну, тот же самый Мифос бьют, да, в том числе на задачах вроде бы специфичных для Мифоса. Вот, поэтому, ну, тут надо всегда так осторожно относиться к каким-то таким генерализованным суждениям. Вот, но в целом, безусловно, у Амадеи очень сильная команда. Я думаю, что, как всегда, основной из, ну, как сказать, основной конкурентный фактор, который сейчас позволяет топовым моделям там быть топовыми, это очень крутая дата-инженерия, вот, очень крутая генерация синтетики, значит, отлаженные хорошие пайплайны обучения, пайплайны сбора данных, фильтрации, не знаю, он Амадей там купил в свое время книжек бумажных, да, порезал им корешки, пропустил через автоматический сканер, да, то есть таким образом там кое-что загрузил из ценных источников, что, как-то ни странно, не было оцифровано до этого. Вот, ну там и OCR-пайплайны, там и хитрые пайплайны, которые производят дедупликацию данных, вычистку всякого мусора и т.д. и т.п. То есть важно понимать, что конкуренция, она очень во многом идет вокруг качественной дата-инженерии. Вот. Но там, естественно, все остальные компоненты тоже не должны давать просадки, да, должны быть хорошо там подобраны оптимизаторы и гиперпараметры, это все должно быть очень хорошо заточено под конкретный вычислительный кластер, ну и много-много-много там факторов, которые влияют, конечно. Трудно сказать, что именно в случае антропика выстреливает. Они так быстро улучшаются, модели. Я помню, тем же Клодом пользовался буквально полгода назад. Он умел значительно меньше, чем он умеет сейчас. Трудно представить, что он будет уметь через полгода. А что будет он уметь через 5 лет, совершенно невообразимо. Возможно, он будет Ну, просто с заменять действительно экстраполяциями людей. С экстраполяциями тоже надо осторожно, а то будет как в том комиксе XKCD, да, когда там парень объясняет девушке, что вот сегодня у тебя 0 мужей, да, завтра у тебя 1 муж, а это значит, что через 100 дней у тебя будет 100 мужей, поэтому надо закупать свадебные торты оптом, да. В общем, это как бы никакие экспоненциальные тренды не продолжаются в вечность. То, что нам кажется экспонентами, чаще всего оказывается такими S-образными кривыми. Вот. Да, нам посчастливилось жить в период, когда вот конкретно эти технологии там очень быстро развиваются. Действительно, там, я не знаю, первая моделька для генерации картинок по тексту, ну, именно по произвольному тексту, появилась 5 января 2021 года для публики, да, Дали от OpenAI. А за это время, вот за эти прошедшие 5 лет, там целых 2 технологических революции под капотом еще случилось, да, там вначале на смену авторегрессионным моделькам пришли диффузионные, потом некий такой камбэк произошел авторегрессионных, но уже немножко в другом виде. Вот, там еще где-то flow матчинг маячил посередине. Вот, то есть развивается все действительно с большой скоростью. Мне вспоминается вот это вот у Стругацких, они там про Людонов, когда там в «Жуке в муравейнике» объясняют, что ну вы вот человечество, вы не понимаете, что у нас там происходит. У нас там за это время случилось там 7 технологических революций, 3 технологические контрреволюции. Вот. И, в общем, вот сейчас сфера AI, она напоминает вот такой прогресс. Вот, но это, наверное, очень многим технологиям в истории человечества было свойственно на заре их развития.
То есть, от состояния, когда у нас, не знаю, только паровой двигатель есть, до состояния, когда там бензиновые машины гоняют по улицам, и все машины ими заполнены, тоже не так уж много времени заняло, да, и начиналось все там, когда в конце 19 века какой-нибудь талантливый инженер в своем гараже мог коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания увеличить на единицы процентов. Вот. А сейчас, там, типа, мировые гиганты вкладывают миллиарды в исследования, чтобы на там, 0,1 долю процента улучшить, да, КПД. И с декодерными трансформерами с ними будет то же самое. Вот, то есть и определенная там уменьшающаяся отдача от масштабирования, она сейчас уже начинает наблюдаться. Вот, и мы увидим, как она там развернется в будущем. Вот. Но прогресс супер классный. Я вообще очень рад, что я там в какой-то мере хотя бы причастен к этой истории и более-менее с самого начала. Вот, поэтому еще многому модели научатся, и много еще будет разных классных вещей, про которые там, может, люди сейчас сильно не задумываются. Да, люди там, денек поговорили про то, что там, не знаю, вот появились платформы типа Moldbook или Boltbook, там, где агенты между собой там переписываются, да, обмениваются какими-то данными. Вот сейчас там Stack Overflow для агентов появился. Вчера, по-моему, анонсировали. За этим тоже большое будущее на самом деле, да, потому что вся вот эта коллективная система машинного интеллекта, она еще много где может быть оптимизирована, да, и то, что сейчас над одними и теми же задачами изолированно работает много там независимых, по сути, процессов, вот, которые никак друг с другом не синхронизированы, никак не обмениваются полученными результатами там, и так далее, это очень такая мощная точка роста, да. Вот. Если там какой-то математик при помощи там, модельки от OpenAI доказал какую-нибудь проблему Эрдёша, да, как это попадает в остальные модели? Пока через людей, да, люди идут, публикуют в интернете свои результаты, сканеры эти результаты собирают, на следующей итерации обучения больших моделей это все попадает куда-то в претрейн, да, сколько на это идет времени? Несколько месяцев, скорее всего, да, значит, и модели, которые мы сейчас создаем, они существуют в таком цикле, когда есть массивное предобучение, которое растягивается там на месяцы обычно. А за это время данные устаревают, да, во всем мире. То есть знания модели, они всегда немножко устаревшие. Вот, там чуть-чуть помогают поисковые алгоритмы, всякие раги там и вот это, но если был, не знаю, открыт новый подход, новый принцип, новая парадигма и так далее, вам рак не поможет ее эффективно подтянуть, да, при помощи поиска откуда-то. Вот. Поэтому здесь еще точек роста много, поэтому мы на горизонте там 5-10 лет будем видеть, конечно, головокружительные темпы прогресса, но они будут иногда связаны, и, может быть, в большей мере будут связаны с прогрессом Харнесса, а не с прогрессом самих моделей, потому что сами модели, они будут, безусловно, совершенствоваться, ждут еще нас некоторые технологические революции, вот, но в целом темпы будут снижаться в какой-то среднесрочной перспективе прогресса. А что их будет тормозить? В какой потолок может упереться прогресс? Почему будут темпы Ам, снижаться? В целом, некоторые, поначалу инженерные, а потом физические ограничения, да. Значит, давайте так вот посмотрим. Я люблю глобально смотреть на некоторые вещи. Извините, я такое свойство, но мне кажется, это позволяет лучше понять картину. Вот мы живем в некой вселенной, да, в которой какие-то законы физики действуют. Эти законы физики, по нашим представлениям, они задают некий набор ограничений того, что в принципе возможно, а того, что невозможно, да. Закон сохранения энергии, да, или то, что информацию нельзя передавать со скоростью быстрее скорости света, например, да. А рабочий элемент машины нельзя сделать меньше, чем планковского масштаба, да, то есть мы не можем опуститься ниже планковского масштаба, просто потому что там неопределенность Гейзенберга квантовая и все такое. Значит, хорошо, если передавать информацию с бесконечной скоростью нельзя и бесконечно уменьшать элементы машины нельзя, значит, есть некий фундаментальный лимит. Фундаментальный лимит, который задает физика нашего пространства-времени.
Ну, вот конкретно этот лимит называется лимитом Бремермана. Его придумал, значит, Бремерман в 60-е годы. Нам до этого лимита далеко. Ну, прям сильно далеко, значит. Но есть и другие неприятные физические моменты. Например, принцип Ландауэра, так называемый. Вот если у вас в некой системе теряется 1 бит информации, то вы должны рассеять некоторое количество тепла. Вот. Почему вы не можете производить вычисления, не теряя информацию? Ну, потому что вам тогда бесконечная память потребуется. Да, можно, в принципе, как бы торговать, как бы обменивать память на выделение тепла, вот, но здесь эту проблему не решает, да, обратимое вычисление, так называемое. И вот из-за принципа Ландауэра вы вынуждены, ну, искусственно замедлять вычисления. Если даже вы сможете сделать машину, которая вычисляет быстрее, она у вас испарится очень быстро, да. Значит, вот термодинамика. То есть термодинамика штука неприятная, вот, и вдвойне она неприятна в момент, когда вы работаете с электроникой, основанной на плоских, по сути, схемах, да, то есть до сих пор интегральные схемы – это вот схема путем фотолитографии, полученная на подложке, да, значит, ну, там она не совсем плоская, да, но все-таки ее линейные масштабы там по x, по y очень сильно больше, чем по z. И вы, когда уменьшаете размеры транзистора, у вас там начинается все больше тепловыделения, да, вам трудно это тепло отводить, вам нужны, значит, какие-то, значит, там все более хитрые системы охлаждения, но у них тоже есть свои пределы. Вот. Это вот один из лимитов, в который сейчас ускорение машин упирается, но у него есть, понятно, много там инженерных решений, которые придут сюда, да. С одной стороны, вот коллеги из Huawei, они, в общем, очень правильную вещь говорят, вот, и, к счастью, мы там как тоже довольно рано пришли к этой мысли и с ними сошлись, что ну, вот в какой-то момент схему дешевле делать более толстой, чем уменьшать ее элементы. Это тоже как бы создает инженерные проблемы, тоже как отводить из трехмерной матрицы транзисторов тепло, но как бы в принципе решаемые проблемы. Но это все дорого, да, то есть каждый следующий шаг здесь становится все дороже и дороже. Ускорять машины становится все дороже и дороже. Еще они А требуют дороже много в чем? энергии. В деньгах или в электричестве? Ну, в деньгах. Ну, вот, то есть, вот смотрите, у нас сейчас в мире все там электронные схемы топовые производятся при помощи оборудования от ASML нидерландской, да. Там одна установка фотолитографическая, она стоит сотни миллионов долларов. То есть просто вот один конечный продукт. И, по сути, вот ASML, она сама решает, кому она продаст, а кому не продаст это оборудование. И вот Китаю, например, она не продает свое оборудование. И китайцы на протяжении там уже больше, чем десятилетия стремятся разрушить вот эту монополию ASML, значит, создать свои альтернативные технологии. Но это очень больших требует вложений. Это сложная физика. Физика – это вообще очень дорогая штука. Да? Синхрофазотрон дорого построить фотолитографическое оборудование. И это требует большого количества экспериментов, большого количества энергии, специальных условий, которые трудно создать. И так далее. Китай вот очень хочет преодолеть эту монополию, но, как видим, пока, значит, окончательно не преуспел в этом. Там есть некоторые, ну, позитивные, значит, признаки того, что удастся, но пока нет. Вот, значит, дальше у вас есть ограничения. Хорошо, может быть, можно горизонтально отмасштабироваться, да, ну хорошо, мы давайте возьмем старые добрые процессоры, да, не будем их вообще улучшать, но мы их много-много сделаем. Здесь тоже не происходит чудо, и не только потому, что есть лимиты, связанные с энергетикой. Вы не можете энергетику так же быстро масштабировать, как вы сейчас масштабируете вычислительные кластера. Да? Сделать много процессоров просто, а вот отмасштабировать питание на эти масштабы, ну, циклы стройки в энергетике, они гораздо более длительные. Вот. Значит, но дело даже не только в этом, а в том, что параллельные системы, у них тоже есть определенные ограничения. При горизонтальном масштабировании таких вычислительных кластеров у вас отдача тоже все уменьшается и уменьшается при увеличении количества параллельно работающих элементов. Ну, есть такой закон Густавсона-Барсиса, вот, который показывает ограничения параллельных систем. Ну, грубо говоря, если у вас один строитель строит дом за год, это не значит, что 10 миллионов строителей вам его за секунду возведут. Вот. Значит, поэтому есть очевидные причины, почему
производительные мощности нельзя будет до бесконечности масштабировать теми же темпами, которыми они масштабируются сейчас. Энергетика, инженерные ограничения, дальше физические ограничения. Конечно, классическая электроника, наверное, умрет. Наверное, она даже умрет не в долгосрочной, а может быть в среднесрочной перспективе, да, потому что ей в спину дышит фотоника, ей в спину дышат разные нейроморфные вычислители на основе там мемристоров, на базе каких-нибудь там никелатов, перовскитов, или, значит, вычисления в памяти аналоговые, да, вот если посмотрите там публикации в Science от IBM за последние там 5-6 лет, там много интересных статей на эту тему. Вот, весь мир занят в целом поиском альтернатив классической электронике, то есть новых физических субстратов вычислений. Вот, разные реализации квантовых вычислений рассматриваются. Значит, ну, никто не знает, что из этого взлетит. Это как бы вопрос на $1 миллиард, где именно находится сейчас тот самый гараж, в который надо занести сейчас сравнительно скромный чемоданчик, чтобы, значит, через несколько лет возглавить мейнстрим, новый мейнстрим. Но в целом понимание у всех участников индустрии есть. И все вкладываются в исследование разных альтернативных вычислительных платформ. Мы в Сбере тоже в меру своих, конечно, возможностей, но стараемся. Не так давно, я думаю, видели новость про наш фотонный вычислитель. Вот. В целом, как бы в фотонике уже сейчас делать операции линейные вы можете очень сильно быстрее, чем в электронике. То есть если вам надо выполнить большой пакет линейных операций, то уже сейчас от этого есть польза. Да? Но в фотонике там свои есть проблемы. Вам трудно нелинейность реализовать в чисто фотонной схеме. Она очень высокоэнергетическая получается, низкоэнергетическая. Вот именно фотонно управляемая фотонная нелинейность – это как бы такой священный грааль. Если его у кого-то получится сделать, то это там прям очень сильно радикально изменит весь ландшафт вычислительных устройств. Вот. Но можно, и не знаю, там в электронной части выполнять нелинейные операции, в фотонной части линейной операции. Ну, там будет какой-то оверхед на преобразование, но можно такие подгадать вычислительные архитектуры, которые будут на таких железках работать очень сильно лучше, чем на классике. Вот. В общем, идей много, вот, и я думаю, что, ну, в пределах там 15-20 лет там будут очень серьезные изменения именно в вычислительных субстратах. И как же это отразится на нас, на потребителя? Мы действительно станем сильно глупее машин и будем не нужны больше? Ну, тут вот опять вот это вот глупее, умнее, да, вот если мы сравним себя с жителем верхнего палеолита, да, какого-нибудь, ну вот кто умнее, а кто глупее, мы или он? Но он там мог сделать алдувайское каменное орудие или ашельское, да, кремневое, а мы не можем. Ну что, мы, значит, дураки полные, но с точки зрения того человека мы с вами полные идиоты, да? Но сможет ли этот человек там со смартфоном управляться, да, там, или с современным компьютером? Это вот вечная история, что там молодежь глупеет. Вот кряхтение стариков на эту тему, они доносятся до нас вот ровно с того момента, с которого появилась письменность. Да? То есть в Вавилоне на глиняных табличках уже написано, что молодежь не та. Вот. Почему так всегда? Да, потому что старики смотрят на молодежь с позиции своих навыков, своих знаний и так далее, и видят, что молодежь действительно не все из этого есть. Да? Раньше там люди что-то там в столбик умели считать, да, а теперь разучились внезапно. Вот. Но у стариков у них всегда есть слепая зона, да, то есть внук глупее дедушки по всем параметрам ровно до того момента, когда дедушке надо настроить смартфон. Да? То есть в этот момент уже оказывается, что не все так однозначно. Вот. Поэтому не надо как бы на новое поколение грешить. Не глупее они, ну просто они не умеют чего-то, что было нужно раньше, да, но они зато теперь лучше и хорошо умеют то, что нужно в сегодняшнем мире для успешной адаптации к нему. Вот. И в целом я не думаю, ну, как бы, если вы посмотрите темпы изменения IQ там на долгосроке, то на долгосроке, по-моему, IQ немножко растет, если мне не изменяет память, да. И даже объем мозга с момента начала научных наблюдений за объемом мозга в 30-е годы чуть-чуть вырос, да, у людей. Несмотря на то, что там Стас Дробышевский всегда говорит, что ай-яй-яй, мозг уменьшается, да, но конкретно в 20 веке он рос. Да? Это 20 век, а последние несколько лет
Они же Я радикально изменили ситуацию. Ну, смотрите, народ сидит там, вайп-кодит, что-то творит, вообще там какие-то чудеса. Я только успеваю поспевать за ними. Ну, Ну, люди перестали конечно, да. тексты писать. Мы же перестали Ну, набирать тексты. и каменные орудия перестали делать. Ну и что? Вот, ну, как бы вот невелика потеря. Вот, что-то новое зато умеет. Я в этом плане вообще как-то к этому отношусь скорее с оптимизмом. Вот. А что вообще, как мир изменится? Я люблю такой пример, очень, очень, по-моему, понятный. Вот в начале 50-х годов там продажники IBM думали, смогут ли они там на следующий год 20 компьютеров продать, да, вообще нужен ли стране больше, чем 20 компьютеров, большой вопрос, да, вот. И вот к ним приходит человек, да, и говорит, вы знаете, через там 70 лет, да даже через 60, ну, через 60-70 лет, каждый человек в кармане будет носить компьютер, который в 50 миллионов раз быстрее, чем тот компьютер, который нужен для того, чтобы отправить человека на Луну, да, чтобы посчитать всю баллистику вот, и так далее. И каждый обыватель, он будет каждый день при помощи этого компьютера решать там несколько сотен баллистических задач. Ну, просто каждая домохозяйка, да, не знаю, ну, пулять птиц свиней, например. То есть вот мы пуляем птиц свиней, значит, математика, которая под этим стоит, это, в общем, та же математика, которая отправила там Аполлон-11 на Луну, да. И что бы этому человеку сказали тогда, вот в ответ на это, да? Ну, наверное, его бы назначили, да, там, главой продуктового развития в IBM, наверное, там, лично Уотсон пришел бы, пожал ему руку, да, сказал, садитесь, пожалуйста, в это кресло. Ну, нет, конечно, в психушку бы отправили. Вот. Поэтому, если, значит, вы хотите понять, как изменится мир, да, под влиянием развития технологий, он изменится самым неожиданным радикальным образом, который из нынешних лет будет выглядеть как безумие. Да? Я не знаю, Мичио Каку вот ходит и говорит, у нас будут вычислительные устройства встроены в краску, которой мы будем красить стены. Да? У нас будут стены думать, там, пока, не знаю, пока мы спим. Вот. Значит, ну, это он именно как пример такой вот, ну, типа странного прогноза, который на самом деле, может быть, и не такой уж и глупый-то окажется. Да? Вот. Я не знаю, ну, мы начнем сами себя апгрейдить там, да, вот у нас появится технология, которая благодаря развитию современных технологий искусственного интеллекта сильно прокачается биотех, да, и мы сможем свой организм модифицировать произвольным образом, вот как захотим. Серьезно, там, старение отключить, например. Ну, вот как от этого изменится мир? Ну, чудовищно радикальным образом, и представить сейчас конкретно как очень трудно, да, то есть какие-то строить разумные прогнозы можно либо в каких-то очень общих показателях, да, из серии там потребления энергии, потребления вычислений на человека или что-нибудь в этом духе. А вот конкретику, да, сказать, что именно в нашем быту перестроится, вот. Ну вот, я не знаю, технологии тоже, которые сейчас идут рука об руку с развитием технологий искусственного интеллекта, это технологии физического искусственного интеллекта, да, то есть вот у нас первый намек на универсальных роботов появился наконец-то, да, почему? Потому что появились модельки, которые могут связать в одном пространстве представлений, представления зрительные, представления там, естественного языка и представления действий, вот, то есть VLA-модельки. Значит, хорошо, у нас на горизонте замаячили роботы, которых не надо будет программировать под выполнение каждой отдельно взятой операции. Да? А помимо роботов у нас еще много чего. У нас какие-нибудь аддитивные технологии, да, у нас там 3D-принтеры прут, да, и вот уже сегодня на них там печатается какое-то количество вещей. Вот. А вот теперь смотрите, у вас есть генеративный ИИ, который может для вас, ну, сейчас первые прототипы таких моделей есть, и мы, в частности, разрабатываем, которые могут для вас трехмерный объект сгенерировать, да, вот. Или не только сгенерировать, а изменить, да, вот я хочу вот такой же стол, да, но чтобы он был, не знаю, на 10 сантиметров выше, чтобы у него поверхность была с узором из меандров, да, и еще у него он был треугольный, да. Фигак, вам, значит, генеративная моделька перестраивает эту 3D-модель, вы кликаете, значит, ну и там, не знаю, у вас стоит в гараже 3D-принтер, да, вы нажимаете на кнопку, из нее через какое-то время вылазит новый стол. Да, вы старый бросаете в
такой, значит, переработчик, который его размалывает обратно и наматывает катушку пластика обратно. Все. И так вы свой интерьер каждую неделю переделываете, ну, потому что это модно. Вот потому что теперь это стало модно, не знаю, весь свой интерьер к приходу гостей переделать, не знаю, устроить тематическую вечеринку про Древний Рим, да, вот. Или, не знаю, там, изготовить какой-нибудь, не знаю, мем самый свежий, изготовить его в виде конкретной модельки, с ней поиграться, потом ее выкинуть в переработку, всю посуду полностью перепечатать, всю одежду перепечатать себе под свои хотелки. Вот. То есть как бы соединение некоторых генеративных таких технологий физических с искусственным интеллектом, оно может дать довольно радикальные изменения даже вот в каких-то совершенно бытовых вещах. И это то, что мы называем вот этим AGI, или речь не об этом? Ну, AGI – это такой термин, его придумал в 1997 году Марк Губрут, и он его предложил в статье под названием «Нанотехнологии и международная безопасность». И термин этот, в общем, был тогда подхвачен как очень удобный термин для обозначения направления прогресса развития технологий искусственного интеллекта. Что значит, вот сейчас у нас есть машины, которые могут отдельные интеллектуальные задачи решать лучше, чем это делают люди. Ну, например, там Deep Blue обыгрывает Каспарова в шахматы, да. Но почему он это может? Да, потому что это сверхспециализированная система. Да, то есть она заточена вот под решение одной конкретно взятой задачи. Да. Deep Blue не может распознать котика на картинке, он не может сыграть с вами в покер, он не может с вами беседу поддержать, он может с вами только играть в шахматы. Причем он не может даже играть в шахматы на доске 9 на 9, да, только на стандартной шахматной доске 8 на 8 со стандартным набором фигур. Да, ну и вот системы вроде Deep Blue, они, конечно, могли достигать удивительных результатов, в основном благодаря вот этой самой очень узкой специализации. И как такой противоположный полюс рассматривались системы, которые смогут решать неопределенно широкий спектр интеллектуальных задач, то есть будут по-настоящему универсальны. И под AGI понималась изначально система, которая сможет решать любые интеллектуальные задачи, которые по силам человеку. Вот. И в целом, с точки зрения того, чтобы показать направление развития технологии, этот термин удобный. Да? То есть вот он показывает вот этот вектор в направлении универсализации. Но это термин очень плохо определенный в том плане, что из него нельзя сделать, ну, как бы Бенчмарк. конкретный критерий достижения. Да? То есть вот когда все-таки, да, вот эта система является AGI, вот это не является. Почему? Ну, потому что каждая его часть, она вызывает вопросы, да, ну, то есть, допустим, способна решать любые задачи, которые под силу человека. А какому человеку? Люди, вообще говоря, очень разные, да, то есть люди, которые умеют одно, которые другое, да, это среднестатистический, может быть, человек, которого не существует, или это лучший эксперт в своей области знаний, ну, не очень понятно. Но это ладно, это полбеды. Дальше. Что значит решать? Вот если речь идет о поиске корней квадратного уравнения, то проверить, правильно ли решена задача, довольно просто. А если речь идет о задаче творческой, да, там типа написать код, написать симфонию, да, люди-то и в отношении результатов творческого труда друг друга не могут договориться, да, кто-то говорит, что черный квадрат – это мазня, а кто-то, что это там гениальное произведение искусства. Вот, но и это еще не самое страшное в этом определении. А самое страшное в нем то, что, ну вот, например, написать программу, которая в шахматы играет идеально, да, всегда совершает самые сильные ходы с гарантией, очень просто. Любой студент напишет. Это полный перебор всех вариантов. То есть вот если вы напишете такую программу, она с гарантией всегда будет находить сильнейший ход. Но проблема в том, что она будет миллиарды лет думать над решением практических позиций. И нужна ли нам система, например, которая может решать абсолютно любые интеллектуальные задачи, но ценой чудовищных затрат энергии, времени и так далее. Да? Компьютер из вселенной Дугласа Адамса, который там миллионы лет считал свое 42, да? Значит, наверное, нет. Да? То есть с прикладной точки зрения нам нужен, конечно, не AGI. Да? С прикладной точки зрения нам нужны эффективные инструменты усиления возможностей человеческого интеллекта. То есть роль технологии искусственного интеллекта, она вот ровно такая же, как роль любых других технологий. Они раздвигают границы возможного для человечества в целом.
Вот. Ну, не знаю, там у нас нету густого меха и толстой шкуры, но мы одежду придумали. Нету острых когтей, там, клыков. Ну, хорошо, значит, сделали там, ножи, пики, вилки и так далее. Вот искусственный интеллект – это такая вот технология усиления возможностей, коллективных возможностей разума человечества. Вот. И мы, конечно, исходя из этой парадигмы, мы скорее стремимся к созданию такого практичного AGI, что ли, да, то есть к созданию удобных инструментов для людей, которые будут позволять решать прикладные задачи, ну и как бы за разумную цену, да, скажем так, да. Поэтому здесь наверняка в следующие там 4-5 лет ряд компаний в мире будет заявлять о том, что они создали AGI, да, вот. Но на самом деле важно понимать, что современная система искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей – это пример, вот как выразился Андрей Карпатый, э, такого зубчатого интеллекта, да, то есть они некоторые сложные задачи, которые для людей являются сложными, умеют решать хорошо, да, вот там искать решение проблем Эрдёша прекрасно помогло. А внезапно какая-нибудь задачка со страниц журнала «Веселые картинки», где надо определить, какая бабушка какой клубок вяжет, да, внезапно окажется, что никакая современная VLM-ка эту задачу решить не может, но в силу некоторых ограничений, которые там заложены в архитектуру. Вот. И есть такая проблема, что мы там сейчас сильно очень люди доверяют этим системам, но когда они видят, да, о, смотрите, она там решила проблему RDOSH, она там могла новую молекулу найти, еще что-то. И они думают, что эти модели, ну, уж с простыми-то задачами они точно справятся. Да? Внезапно эти модели начинают путаться в трех соснах в случае некоторых очень простых, казалось бы, задач для человека. Вот. И прогресс тоже здесь будет такой, что мы, скорее всего, в ближайшие 10 лет получим модели, которые будут прям быстрее, выше, сильнее, чем то, что есть у нас сейчас. В целом ряде направлений они очень сильно продвинутся в решении некоторых задач, но все еще будут оставаться задачи, которые люди будут решать сильно лучше. Вот есть такой бенчмарк, называется ArcAGI. Вот третья версия его вышла не так давно. И вот это пример, где, ну, типа специально собрали задачи, которые вот сложноваты для машин, просто исходя из понимания их архитектуры этих моделей. И там самые сильные reasoning модели, они там до 1% не дотягивают на этом бенчмарке, а люди выбивают 100. Вот. То есть вот как бы это реалии технологий, про них тоже никогда не надо забывать вот в охватившем всех энтузиазме. Да, А что же в нас такое есть в людях, чего нет в машинках? Мне казалось, А, они полностью уже на повторяют самом наш деле мозг. довольно много. Во-первых, короче, мозг – это штука, у нас аналогов нету, да, пока, значит, с вычислительной точки зрения, вот смотрите, он 20 ватт всего-навсего тратит, да, он состоит из 86 миллиардов нейронов и примерно квадриллиона синапсов в пике своего развития. Каждый синапс – это не просто транзистор какой-то, да, не бинарный элемент. Чтобы смоделировать работу одного синапса, значит, нам в современных моделях нужны там сотни тысяч бинарных элементов. Вот. И, значит, это чудовищных размеров схема. Да? Вот если рассматривать ее как схему, в нашей схемотехнике никакие там наши процессы даже близко не могут сравниться с мозгом. Вот. Правда, мозг не очень быстрый. Вот. В нем импульсы, которыми обмениваются нейроны, они довольно длинные. Да? Это единицы миллисекунд. Почему? Потому что это система электрохимическая. То есть в ней, чтобы сигнал прошел через границу синаптического барьера, нужно, чтобы ион проскочил ионный канал. Для этого нужна разница потенциалов. Чем она больше, тем быстрее это может происходить. Но если разница потенциалов превысит 1,27 вольта, вода начинает разлагаться на водород и кислород, и ваш мозг взорвется. А это не очень помогает продуктивно мыслить. Вот. Поэтому мозг медленный. Но зато это колоссальных объемов схема, в которой куча параллельных процессов происходит. Вот. А во-вторых, сама архитектура мозга, она прикольна вот чем. Значит, если мы посмотрим на трансформеры современные, они вот, думая над одним токеном,
у них как бы фиксирован вычислительный бюджет на это. Да? У них это feed-forward сетка, в которой сигналы проходят всегда только в направлении от переднего слоя к заднему, но никогда в обратном направлении. Да? И вот при генерации одного токена у вас есть вычислительный лимит, который сетка может сделать, который сетка должна уложиться, решая задачу. Поэтому есть некоторые задачи, которые не могут быть в рамках бюджета генерации одного токена решены. Но теоретически отчасти проблему решает reasoning. Да? Давайте мы будем задачу решать не в один присест, не сразу ответ напишем, да, а будем какую-то там цепочку размышлений строить. Но на самом деле вот этот reasoning языковых моделей, он пока очень-очень сильно примитивнее, чем полноценный человеческий reasoning. Вот. Он идет, во-первых, не в латентном пространстве, а в пространстве естественного языка. Он плохо умеет, ну, там, типа, множественные траектории рассматривать, не очень хорошо умеет. Ну, короче, там есть прям много вещей, которые ограничивают возможности модели вот в решении тех задач, которые требуют такого адаптивного вычислительного времени, таких цикличных операций. Вот. Именно поэтому модельке трудно, не знаю, там, на картинке посчитать предметы, вот, или посчитать буквы в слове даже иногда, да, и в каком-то тексте трудновато может быть. Вот, поэтому есть еще много чего, что в мозге сделано по-другому, да, я не знаю, вас, если уколоть палец иголкой, то вы быстро отдернете руку, это произойдет гораздо раньше, чем сигнал дойдет до глубоких структур коры мозга. Вот. А вот большая сетка трансформерная так не может. Да? Если вы попытаетесь при помощи гигантской сетки там, из сотни миллиардов параметров управлять роботом, то у вас этот робот упадет просто. Просто потому, что она не сможет достаточно быстро генерировать нужные реакции для актуаторов. Именно поэтому у современного робота есть отдельная система равновесия, да, отдельная система, которая там, за долгосрочное планирование действий отвечает. Вот. В общем, там очень много есть вещей, которые вообще даже близко не решены при помощи технологий, и как бы есть куда развиваться, да, технологиям искусственного интеллекта совершенно точно. То есть нас не заменят в ближайшем будущем, а может быть даже совсем не заменят. Правильно? Ну, нас постоянно заменяют. Каждый день нас заменяют, да. Появились счетные машинки, кого-то заменили, да. Появился жаккардовский ткацкий станок, кого-то заменило. При этом общее количество рабочих мест в экономике, оно не падает, да, доля, да, занятость. Почему? Потому что новые технологии также быстро создают новые рабочие места. Это не игра с нулевой суммой, да, то есть в долгосроке есть такой парадокс Джеванса, да, если вы какой-то ресурс начинаете гораздо эффективнее использовать, то вы этого ресурса потом начинаете не меньше потреблять, а больше. Вот, потому что оказывается, что теперь находятся новые применения этому ресурсу. Вот. Поэтому, конечно, людей нельзя заменить. Вот. Людей можно заапгрейдить, я надеюсь. Ну, как будто бы люди должны поменяться. Нас кажется, что нет смысла обучать нас уже. Вот это проблема. Для меня, по крайней мере, очевидно. Молодежь куда меньше знаний в себя впитывает, и куда меньше знаний ей необходимо уже сейчас. Если раньше можно сказать, да, Нет, нет. появился интернет, появилась Википедия, тоже как будто бы знаний стало меньше необходимо хранить Да в не, ну голове. знание же это не зазубривание фактов. Ну, как бы теперь надо меньше зазубривать фактов, но меньше уметь не стало нужно. Вот, поэтому, да нет, здесь, ну, это не так все работает. Да, как бы люди часто консервативны, им трудно осваивать новые технологии, новые инструменты, но как бы зато поколения меняются, да, и это очень часто поддерживает вот этот прогресс. Ну, а потом, вот если мы посмотрим на современные профессии, многие, они ведь трансформировались самым радикальным образом. Вот в 17 веке можно было закончить университет и потом всю жизнь применять полученные там знания, особо их не трансформируя, да. Сегодня вы же понимаете, что это невозможно, да, знания устаревают очень быстро. Не знаю, медик, врач, если он хочет оставаться адекватным врачом, он должен постоянно читать новые научные исследования, новые клинические рекомендации, постоянно апдейтить свои техники, свои знания и т.д. и т.п.
Вот. И вот эта трансформация, она уже зашита давно в логику профессий. Да? Не знаю, скажем, IT-специалист привык, что за 5 лет меняться может вообще все, что угодно. Да? Там не только фреймворки, но и языки программирования, подходы, парадигмы, все что угодно, инструменты полностью, IDE. Вот. Поэтому мы до некоторой степени привыкли к все ускоряющимся темпам прогресса, мы учимся быстрее адаптироваться, вот. И не надо здесь молодежь недооценивать. Ну, если она меньше знает зазубренных фактов, но у меня вот тоже, мы с моим папой иной раз, вот он у меня такой там интеллектуал там предыдущего поколения, да, я еще из там, получается потомственных программистов семья, да, у меня отец тоже программист. Вот. И вот на наших с ним там каких-то обсуждениях вот всегда видно, да, что вот он там привык опираться на свою память, что да, он помнит там много какой-то фактуры, может быть, какой не помню я, да, но я начинаю иногда сомневаться, иду, начинаю проверять ту самую фактуру, что он мне дал, и не всегда оказывается, что эта фактура, вообще говоря, так уж точна, да, то есть, ну, человек когда-то что-то узнал, с тех пор наши представления изменились, да, об этом предмете, открылись новые факты, были поставлены новые эксперименты и так далее, и так далее. Ну и много ли прока от того, что он выучил результаты каких-то научных экспериментов, которые там были 60 лет назад поставлены? Но по факту оказывается, что более полезно чуть-чуть больше сомневаться в своих знаниях и уметь использовать инструменты для поиска актуальной информации, да, то есть конечный результат оказывается точнее и лучше. Вот. Ну, а где-то мой сын уже меня тоже обскакивает, да, по своей там адаптивности, той там скорости, с которой он там готов какие-то новые практики, новые инструменты осваивать. Вот, он это делает уже там гораздо легче и быстрее, чем я, и вот мне остается только завидовать. Вот. Ничего с человечеством плохого не случится в связи с развитием технологий, только хорошее. Но чего-то все-таки опасаются и блокируют тот же Fable, и тот же Mises, и создают всякие альянсы, всевозможные комьюнити для защиты нас, как будто бы от угроз искусственного интеллекта. Ну, когда-то, помните, в конце 19 века принимали законы о красных флажках, так называемые, да, там, что перед автомобилем должен человек идти с красным флажком. Вот, значит, и скорость движения была ограничена 5 километрами в час. Вот. Это нормально, что человечество опасается каких-то вещей, правильно делает, потому что любая технология содержит в себе определенные риски. Ну, технология такая, претендующая на глобальность, да. Сколько людей погибло от, не знаю, взрывов паровых котлов, да, не знаю. Когда был изобретен молоток, мне кажется, человечество вообще было на грани исчезновения поставлено, потому что выяснилось, что можно им не только гвозди забивать и дома строить, но и чьи-то головы проламывать, да. Как тогда человечество не перетюкало друг друга, я, честно говоря, вот до сих пор в шоке, так сказать, мудрости предков. Вот. И нам тоже надо с нашим новым молотком обращаться с уважением, да, осторожно, не использовать его по возможности опасными способами. И если есть какие-то потенциально опасные применения технологий, нам надо задумываться над тем, как мы, опять же, эту же технологию, возможно, будем использовать для митигации этих рисков. Да. Если можно использовать Мифос для того, чтобы искать уязвимости и атаковать системы, то можно использовать его и для защиты, для превентивного поиска уязвимости и их закрытия, например. Вот. Здесь много работы предстоит. И такие фреймворки управления рисками вокруг искусственного интеллекта, они сейчас начинают формироваться, но очень часто подходы наивные все еще, да, когда пытаются, например, регулировать искусственный интеллект в целом, да. Мне это кажется очень странным упражнением, потому что это, знаете, как давайте мы умножение матриц будем регулировать. Ну вот можно же при помощи умножения матриц сделать что-то плохое, да, можно, да, там разработать вредное вещество какое-нибудь или еще что-то. Вот. Всегда управление рисками должно быть, как мне кажется, максимально конкретным, привязанным к конкретным применениям технологии. Вот. То есть если у вас не знаю, система искусственного интеллекта управляет NPC в игре,
вам не надо ее регулировать, ну, потому что она вам реального вреда, ну, разве что вашему, так сказать, самолюбию может нанести ущерб, но вашему здоровью вряд ли. Да? А если система встроена в принятие каких-то решений, которые затрагивают там здоровье, качество жизни людей и так далее, но тут другие должны быть подходы, другие способы, возможно, даже сертификации таких систем, да, там определенных требований. Вот когда мы разрабатываем потенциально опасные штуки, какие-нибудь автомобили, например, у нас существует куча стандартов, которые должны быть соблюдены. Да. Если они будут не соблюдены, то создатели могут и за решетку отправить. Вот. Поэтому всегда вот здесь нужно подходить к этому с умом. К счастью, за там, столетия технического прогресса человечество в принципе выработало подходы к управлению рисками в технических системах. Они никуда не деваются, вот, но они должны как бы тоже применены быть в данном случае, но и в целом применяются. Никто же не сажает LLM-ку рядом с красной кнопкой. Да, так вот. Если ни в коем случае не нажимай, пожалуйста, эту красную кнопку, но у тебя есть красная кнопка, она, если что, уничтожит всех людей, но ты ни в коем случае не нажимай. Да? Моделька в процессе обучения прочитала всю мировую фантастику, всю драматическую литературу, весь постапок. И она знает, что, в принципе, ну, иногда можно нажимать. А зачем они закрывают доступ к Fable, например? Чего они боятся в данном случае? Именно правительство США. В чем? Я думаю, что в целом здесь некоторый комплекс, я бы сказал, сработал факторов. Вот. Но первый, то, что сам Дарио Амадеи, он, как я уже говорил, очень талантливый пиарщик, и он всем про опасность собственной системы рассказывал очень долго и упоительно. И все, в общем, поверили, а чего бы не поверить, да? И ведь дело-то не в Мифосе как таковом и в его уникальных возможностях, а в том, что в целом современные LLM-ки дозрели до того, чтобы, значит, находить уязвимости в системах, да, и делать это не хуже, чем эксперт средней руки. А теперь внезапно вы можете сделать 10 миллионов экспертов средней руки и натравить их там на всю кодовую базу open source. Да? А раньше у вас не было в мире столько экспертов. То есть вы можете просто за счет эффекта масштаба, да, горизонтально отмасштабировав вот эту атаку, вот этот поиск уязвимости, у тебя будет там 10 миллионов экспертов, которые скрупулезно проверят каждую часть там, каждой второстепенной, третьестепенной системы, то, до чего у людей руки не доходили просто-напросто никогда. Вот. И революция, она вот в этом заключается. Не в том, что именно конкретно Мифос очень хорош. Он хорош, но есть, как я уже говорил, собрать систему, которая будет решать ту же задачу на основе open-source компонентов, в принципе, не вот там какая-то неразрешимая задача. Вот. При правильном харнесе, используя другие сильные модельки, можно получить тот же эффект. Да? То, что как бы Амадей сделал, он просто вот сделал очень грамотный ход. Он действительно там огромную часть там GitHub прогнал через, значит, сплошной аудит. И это произвело впечатление. Почему? Потому что эффект от этого был. Эффект был в виде огромного количества реально найденных уязвимостей, которые, как оказалось, были в слепой зоне экспертов много лет до этого. И вот реальная инфраструктура с реальными, там, не знаю, системами, которые никто толком не сопровождает, не обновляет, не следит за там, появлением, устранением уязвимостей в кодовой базе. Но они уязвимы, да. Таких систем много в мире. Хакеры успешно получают к ним доступ. Вот. Ну, а теперь как бы что? Ну, вот получается, что все эти системы мгновенно оказались уязвимыми. Ну, поэтому Амадей, к счастью, как бы вот он, прежде чем публиковать свою модель, он пошел там коммитить фиксы, да, всюду с разработчиками связываться, да, чтобы все было починено до того, как доступ к таким технологиям получит более широкая публика. Вот. Ну, а правительство США, ну, вот оно среагировало отчасти на пиар, отчасти, ну, там, на реальный эффект, который был получен. Проблема только в том, что, ну, типа, этот шаг, он ни на что не повлияет. Ну, то есть, типа, сейчас собрать из китайских моделей систему, которая будет не сильно уступать Мифосу в поиске уязвимости, это вообще не супер превеликая проблема. И для наших инженеров, и для китайских, и даже для иранских, я думаю, тоже не супер большая проблема. Давайте пригласим наших слушателей отправлять вам резюме, искать у вас работу. Я думаю, у вас одна из самых интересных команд в стране, которая занимается такими интересными технологиями.
Да, вот конкретно сейчас я в очень активном поиске новых людей. Вот, у меня прям сроки горят, исходя из наших исследовательских планов. Вот, поэтому вот прямо сейчас мы прям очень активно набираем. Вот, и надеюсь на. То есть вы не запрещаете человеку на интервью использовать искусственный интеллект? Нет, конечно. Ну, в смысле, он же будет с этим работать потом. Наоборот, пусть покажет, как он умеет. Ну, это какие-то, мне кажется, очень глупые люди делают. Ну, это как, ну, я не знаю, ну, давайте мы будем отбирать людей, задача которых будет заключаться в том, чтобы хорошо использовать топор, но на экзамене запретим им пользоваться топором, и пусть они рубят руками, да, дрова. Ну, наверное, и потом мы возьмем того, кто больше всего дров руками нарубит, но не факт, что он станет лучшим потом тем, кто будет с топором быстрее всех рубить. Вот. Это на самом деле большой челлендж как и для системы интервью, так и для системы образования еще в большей мере. Потому что, да, она оказалась тоже не готова к тому, что... Ну, а когда она была готова? Когда, там, не знаю, наше образование стало готово к тому, что у студентов калькуляторы есть? Да? Ну, я помню, нам еще учительница в школе говорила, у вас в кармане не всегда будет калькулятор. Да? Вот у всех была такая учительница, и хорошая новость заключается в том, что она ошибалась. Вот. Значит, поэтому здесь система отбора, она должна приспосабливаться к изменениям, да, система экзамена должна приспосабливаться к изменениям. Я думаю, что в целом, ну, там, если говорить про образование, то там должен быть комплексный подход. У вас в том числе вы должны оценить способность человека работать там и безо всяких инструментов, да, но это не должно быть какой-то значительной частью его оценки, но точно так же, как сегодня, вы, конечно, можете чистописание оценивать, да, вот студентов, но руками писать им придется, ну, в основном там свои подписи и не более того дальше в следующей жизни. Вот. Значит, вам нужно как раз оценивать людей на способности грамотно применять эти инструменты. Ну, вот тебе Клод-код написал чего-то, а ты в состоянии понять, что он написал, что он ерунду тебе написал, что он вообще не в том направлении думает, да? Способен ли ты, ну, типа, с ним там выстроить совместную работу так, что у тебя на выходе получится качественный результат? И ну, как бы это большой вопрос. Очень многие задачи такие системы решают пока крайне плохо или крайне неоптимально. Вот. И тебе нужно очень хорошо понимать, что они делают. Если ты этого не будешь понимать, ну, не пройдешь ты у нас собеседование. Ну что ж, давайте завершать. Мне было очень интересно. Я пойду читать Википедию. Очень много нового узнал. Благодарю вас и до свидания. Спасибо вам за интересные вопросы, интересную беседу. До свидания.